Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и здесь только самые жуткие для производителей тесты смартфонов, а самые жуткие обзоры для производителей, разумеется, на основном канале Польза.нет. Меня зовут Саня, в описании все ссылки на все. Сейчас вы видите съемку на основной модуль Xiaomi 14 в 4К 60 FPS. И это лифт, съемка ведется довольно неплохо, хотя температуру цвета он не передает. Если говорить о конкретно этом обзоре, в первую очередь я делаю обзор одним кадром, для того, чтобы вы могли сравнить. У меня очень много смартфонов бывает. На тестах больше 300 я уже обозревал на основном канале за последние 3 года. В прямом смысле, то есть до этих 3 лет я обозревал обычно другие устройства. И сейчас обзор одним кадром на лайв-канале максимально подробно и эффективно и эффектно для вас происходит вот так. Если говорить о данном устройстве, смотрите, в чем плюс того, что вы сейчас видите. Таким образом, на, получается, селфи-стике, не без стабилизатора, я тестирую много флагманов, и прямым текстом это флагман. Разумеется, Xiaomi 14 это флагман, потому что 3 модуля у него по 50 мегапикселей. Помимо этого у него защита от влаги, беспроводная зарядка от 50 Вт. Помимо этого у него реверсивная зарядка. Зарядка на 90 Вт, может быть, я где-то сейчас ошибаюсь, но это мелочи жизни. Почему? Потому что все это в том или ином виде здесь присутствует. Но как многие маркетологи и продавцы правильно говорят, люди бегут за брендом, им все равно. Но не совсем все равно. Почему? Потому что Xiaomi 13 был волшебным. Этот они постарались сделать еще более волшебный. Напоминаю, меня зовут Саня, не забудьте подписаться на этот канал. Если кому-то интересно, как работают камеры, вообще подобного рода контент, делитесь данным роликом, потому что если вы посмотрите несколько моих роликов таким же планом, в тех же условиях, какие-то вам смартфоны понравятся, какие-то нет. Допустим, те же пиксели вроде бы снимают красиво, но цвета передают абсолютно нереальные, хотя людям нравится. Если брать яблоки, они передают цвета натурально. Я снимаю обзоры на яблоки 15 Pro у моего оператора Игоря, у меня 15 Pro Max, но многим натуральные цвета не нравятся. Натурально это то, что видит глаз. То есть, если брать те же Huawei, у них классный объем, но они перекручивают контраст. Лично по мне, хотя многим это нравится, животных они хорошо видео делают, фотографируют. У Xiaomi каких-то конкретных огрехов, как, допустим, у тех же, не знаю, пикселей, я не видел. У пикселей еще ужасная кодировка. У Xiaomi была ужасная кодировка раньше, где-то года полтора назад. Сейчас кодировка у них, по мне, более чем адекватна. Если говорить о способностях и возможностях программного обеспечения, от того, что они поменяли прошивку, давайте сначала с верхов. О, смотрите, как он с балансом белого-то долго думал. А ничего здесь космического нет. То есть сказать, что здесь прямо освещение лютое, я не скажу. Так вот, по поводу его прошивки новой, ну ничего от этого не изменилось особо. То есть если камера, допустим, в стоке не могла переходить на фронтальный модуль одной кнопкой, она так и не может. Если говорить о каких-то фишках, ну разумеется, они все слезали с яблочной операционки. И как и по большому счету все. Корпус у меня не титановый, есть они, по-моему, только у 14 Pro в титановом корпусе. У меня корпус неважно какого цвета, потому что я сразу же запихал смартфон в темный чехол и все. Если говорить о смарте в целом, давайте так. Первое, комплект, 90 Вт зарядка, чехол и, разумеется, кабель питания тоже в наличии, скрепка, ключ для извлечения сим-карт. Все, сим-карты можно запихать 2. eSIM мы помним, у глобальной версии нет. Дальше идем. На моем канале, уже на лайв-канале, уже выгружен обзор с тестом в PUBG у этого смартфона. И все хорошо. Ест он немного, там 23% в час. И люксов у него, вот допустим, я с собой взял люксометр, а потом подумал, а зачем? Вот смотрите, по большому счету, вот эту максимальную яркость, как я включаю, почти никто не включает. 780 люксов он выдавал в обычном состоянии, через час игры 730. Но здесь барабанная дробь. Snapdragon Gen 3, UFS 4 самая последняя память. Все в синтетике, почти 2 мульта в Antutu. И он не выдает 90 FPS в PUBG. Вы понимаете? Он не выдает 90, он дает 60.
То есть уровень оптимизации сейчас, вот сегодня 0. Почему? Потому что съемка, конечно, вот сейчас классная. Потому что да, с нагревом, да, не справились. Но там даже не была максимальная настройка по графике у PUBG, вы понимаете? То есть, посмотрите, я также тестировал полгода назад Xiaomi 13, также его камеру тестировал. Притом, по поводу его флагманского сенсора от не совсем флагманского, супер-мега-флагманского бренда, хотя вы можете со мной поспорить насчет Omnivision и всего остального. Ну, это все, как говорится, относительно. Вы только что видели, как процессор, операционка и сенсор сработали с не особо огромным пересветом. То есть сейчас здесь максимально вот более комфортных условий для смартфона не найти. Здесь даже не рассеянный свет, то есть вы тени видите. И помимо таких претензий, не знаю, насчет микрофонов, обычно они отрабатывают визуально хорошо. Визуально почему? Потому что человек, который не подготовлен, ему кажется, что в яблоках микрофоны тихие и шлак. По факту они лучшие, они подстраиваются под шум. Если брать остальные смарты, если ты слушаешь на хорошей акустике, у тебя хороший слух, ты поймешь, что у яблока родной микро лучше любого микро, чем у остальных. Но масс-маркет, то есть 99% людей, которые будут смотреть, наверное, 95, ладно, не 99, им будет казаться, что микрофон у яблока ужасен. Насчет объема файла, смотрите, я могу снимать с основного модуля, как сейчас, 4К 60 FPS, я уже пробовал, ничего не перегревается, спокойно 20 минут снимал. 20 минут занимает 10 гигабайт, 9600. Вообще шикарно, то есть сжатие здесь отличное. По-умному все сделано. Я говорю, кодировка раньше у Xiaomi была ужасная кодировка, сейчас хорошая. Инфракрасный порт они чуть-чуть поменяли местами, он здесь в наличии, но в блоке камер. Если говорить о модулях, повторяюсь, 4К 60 FPS, что вы имеете на фронталке, что вы имеете на основном модуле, но на фронталке барабанная дробь. В ночном режиме вы включаете подсветку, и он сбрасывает разрешение до 1080p. Я не знаю, как это дело убрать. Без, разумеется, освещения ничего не видно, без подсветки. Подсветка космос супер. Но вот так. Шим чуть-чуть больше, чем был в Xiaomi 13. У Xiaomi 14 шим больше, но не сильно и не критично. Если говорить про съемку, допустим, вот сейчас с одной руки на жестком штативе против солнца, он справляется. Но опять же, все всегда дело в сравнении. По габаритам есть ощущение, что он меньше, хотя он стал толще из-за камеры. По отклику экрана, вот ощущение, что у меня такой же Xiaomi 13. Нет у меня ощущения, что это какой-то супер новый смартфон. И может быть это и неплохо. Почему? Потому что я от Xiaomi 13 упорно советовал. Этот, разумеется, тоже могу советовать. Так как вы уже досмотрели до 8 минуты, а больше 10 минут смысла о нем рассказывать нет. Здесь нет 7 и 20 бенда. То есть сегодня с плохим курсом на Али он стоит 64 тысячи, 8256. И это нехорошо. Почему? Потому что 7 и 20 бенда нет. Это значит, что в маленьких городах, либо в поселках, либо на дачах где-нибудь не под Москвой ловить вполне возможно у вас все будет плохо. 5G, разумеется, есть. Последние Wi-Fi 7 серии. Последние Bluetooth версии 5.4. Хочу отметить. То есть вроде бы там и 3000 нит у них яркость а-ля заявлена. Но я говорю, я не особо ей доверяю. Потом в обзоре расскажу, сколько она держит. Обычно все это дело довольно печально. Но очень странно, что в стоке при максималке, я не понял, как снимать эту максималку, яркость не такая и большая. На уровне Poco F5 Pro. А сколько стоит Poco F5 Pro, мы и так в курсе. Так что на сегодняшний момент у меня 3 огромные претензии к ним. Первое. Это отсутствие бендов. Понятно, что они делают под себя, но могли бы сделать. Разумеется, в китайской версии нет русского языка. Вы можете ее накатить. Можете потом долго и упорно показывать, как у вас работают все оповещения, но бенды от этого у вас не появятся. Понятно, что таким образом пиарятся какие-то девайсы для серовозов, потому что глобалку-то в серую тяжело вести. Но по факту сейчас покупать без 7 и 20 бенда это дело такое себе. Второй момент, довольно реальный, это ПО. От того, что они полгода прошло,
ПО не улучшилось. Сейчас объясню почему. Смотрите, у вас программное обеспечение. По идее, должно оптимизировать камеру. Вы только что видели пересвет вот этот в самом начале. И по идее должно оптимизировать смартфон под игры. Понятно, там вы можете сказать, что смартфон не для игр, смартфон не для съемки, смартфон тогда звонить. Но я в 1000 раз тогда повторяюсь, зачем вы вместо 3310 купили первый свой смартфон? Вам нужен тапик. И третий момент. Разумеется, это, наверное, в моем понимании, почему я вижу в этом смартфоне какой-то минус, он обезличен. То есть, если прошлая модель Xiaomi 13, она была даже внешняя, какая-то новая, интересная, по габаритам и все остальное, здесь они непонятно, что они допилили. То есть, когда я танцевал и говорил, вау, Xiaomi 13 еще в китайской версии за какие-нибудь там 42 тысячи, вот это круто, 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 за что отдавать еще 22 тысячи рублей сверху, я так и не понял. За 4К в фронталке, которая не работает ночью. Ну, логика ясна, появился новый процессор, нужно его реализовать. Но реализовали они его на данный момент не лучшим образом. Не скажу, что он ужасен, не скажу, что есть перегрев. Заряжается все довольно быстро, там 36-37 минут. По эргономике все как было хорошо, так и осталось. По внешнему виду мне этот смартфон очень нравится. Но у меня все равно стойкое ощущение, что я рассказываю вам о Xiaomi 13. В целом, цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. В телеграм-канале Скидок много всего интересного. Там и наушники по 1000 рублей, и часы по 1000, и по 72 S23 Ultra, который рвет этот смартфон как тузик грелку. Фото, видеосъемка, примеры с этого смартфона сможете посмотреть в моем личном телеграм-канале. Я туда скину исходники. В описании напишу объем файла вот этого видео, сколько он весил. Следующий момент, немаловажный. Не забываем, что разыгрывается iPhone 15. По ссылке в описании можете посмотреть условия ролика в ролике. И на Новый год встретимся. Плюс 30 числа на основном канале Польза.нет стабильный розыгрыш 5 мини-бендов 8 серии. Розыгрыш конкретно на лайв-канале, но условия все для Польза.нет основного. Девайсу однозначно бесконечное да, они молодцы, что что-то пытаются. 12 минут пролетело за 15 секунд. У меня еще iQOO 12 Pro, может быть сегодня же я и буду его гонять первый раз в PUBG. Тесты максимально топорные, максимально комплементарные. И понятно, никакому бренду они нравиться не будут. Когда ты можешь 50 роликов посмотреть в одних и тех же условиях, одно и то же морду лица, и решить для себя, где лучше что-то отрабатывало. Пусть с освещением чуть-чуть по-разному все. Но в целом вот это вот зелень, море, звуки, ветер, плюс-минус одно и то же. То есть можете посмотреть на лайв-канале много роликов и промотивировать меня, чтобы я это дело продолжил, потому что вот так снимает основной модуль. Если вам это дело нравится, надеюсь, что поставите лайк, напишите в комменте «продолжать», и я продолжу банкет. У меня бывают выпады, знаете, на 2 недели. Кому это надо? Я не снимаю. И вот сейчас 2 недели прошло, и я опять начал снимать. Смарты покупаю сам на Алишке, вот он пришел, я его обновил, рассказал вам, потом буду продавать. После того, как сделаю обзор, и не пишите мне, я уже его продал еще до того, как я его купил. У меня есть мои перекупы. Девайсы, повторяюсь, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.